Друзья, всем привет! С сегодняшнего дня на нашем канале мы решили добавить еще один новостной блок о наиболее ярких событиях, прошедших в ближайшие дни на сцене граффити, чтобы вы всегда смогли оставаться в курсе последних событий. Сезон покраса давно в разгаре, поэтому не будем затягивать со вступлением и сразу начинаем. Поехали! Греческий художник Ино сделал очередную мурал-работу в своем неповторимом монохромном стиле под названием Lost – «Потерянный». Немецкий райтер под тегом Norm порадовал свежей работой в синих и голубых тонах. И, конечно же, нельзя не отметить его чистое исполнение. Умелое владение фэткэпом буквально на 80-м уровне дают этой работе еще большую динамику и стиль, в котором Norm заметно преуспел. Всегда приятно смотреть на такой уровень работы. Голландский художник Das не перестает удивлять и в очередной раз порадовал очень продуктивным и совсем не маленьким объемом работ в Гринсборо, в США. Реализовав большую площадь своей стилистикой одного из фасадов зданий в живописном уголке города и отлично подобранным цветом небесного оттенка во всей композиции. Также Das принял участие в не менее глобальном совместном проекте на фасаде одного из торговых центров города с не менее известными райтерами Эднейт и Беллин, объединив композицию персонажей Marvel своим фирменным стилем. А буквально на днях представил свой очередной эксперимент с формами и материалами, которые он использовал для создания своего шедевра. Новая работа с эпоксидной смолой, бетоном и частями стены из его детства явились результатом его эксперимента. Работа под названием Magic Water – «Волшебная вода». И в своем блоге на официальном сайте он поделился идеями создания этой уникальной работы. Основой моей работы по-прежнему является письмо. Исходя из этого, я могу идти во многих направлениях. Граффити-формы имеют тенденцию быть абстрактными, но для опытных глаз буквенная форма все еще может быть распознана. Я не ограничиваю себя только распылителем или маркером. Используя разнообразие материалов, я подталкиваю свое развитие. Меня всегда вдохновляло множество элементов, которые в первую очередь привлекли меня к миру граффити. Сырые стены, заброшенные здания, лунные железнодорожные пути, анонимность и ожидания, идущие с этими элементами. Я всегда искал способы объединить различные элементы, которые влияют на мою работу, и совместить компоненты из внешнего мира в мою домашнюю студийную работу. Работа с эпоксидной смолой дает новых идей и возможностей. Я могу объединить разные материалы друг с другом и могу обрабатывать фрагменты старых стен в совершенно новой работе. Следовательно, сохранить еще немного истории. Я всегда хочу закончить то, что начинаю. Это часть моего характера, которая сформировалась еще во время моей футбольной карьеры. Мне нравится постоянный поиск новых цветов, форм и материалов. Я полностью погружаюсь в этот процесс. Этот фокус и есть моя сила. Русские райтеры также не сидят без дела в сезон покраса. Женя Чес опубликовал на своих ресурсах новую работу с его фирменным шрифтом и сделал короткое атмосферное видео об этом граффити. Раско, яркий представитель вандализма и стиля в одном флаконе, отметился двумя очень неплохими кусками все в том же неповторимом стиле бомбинга и классического граффити с его тонкостями и стильными эффектами на его шрифтах. Советуем посмотреть полные видеоотчеты с места событий, опубликованные на его канале. Max 13 полным ходом занимается продвижением своего бренда одежды Bad Crown с его фирменными принтами и идеями. 26 числа в магазине Cap & Cap в Москве состоялся официальный старт продаж новой коллекции 2018 года, который, по словам Макса, прошел очень успешно, и многие успели закупиться фирменными футболками в стиле хардкор принтов. Ну а если кто-то еще не успел, то уже в эту субботу, 2 числа, Макс снова будет в магазине Cap & Cap в Москве, чтобы лично подписать подарочные открытки каждому покупателю.
Георгий Куринов, работающий под тегом ГУС, дал откровенное интервью о себе и рассказал о своем пути в граффити и сложностях в понимании его стрит-арта в России. Это не стрит-арт, в стрит-арте должен быть вандализм, все должно быть нелегально. Кричали: слезай, сученыш, мы тебя сожжем. Это такой дурдом. Только собираюсь сделать разметку, летит камень в голову. Ты рисовал работу для Павла Дурова. Чувак упоролся грибов, потому что я так захотел. Жильцы прибежали, сказали, что если ты нарисуешь, это вызовет сатану, и здание под фундамент идет вниз, в ад упадет. О, какой сложный вопрос, и какой интересный на самом деле. Ни разу никто не задавал, но... Получилось вполне интересное интервью. Переходите по ссылке в описании и смотрите полную версию с этим интересным райтером из солнечного Краснодара. Костя Змок в рамках фестиваля «Стенография-2018» сделал новую, яркую работу под названием «Неуловимая красота». Фестиваль «Стенография» проходил в Екатеринбурге с 25 по 27 мая. На сегодня это все ивенты, которые, по нашему мнению, заслуживают вашего внимания. Пишите, что думаете о таком формате выпусков, и ставьте пальцы вверх, если хотите, чтобы они выходили на регулярной основе. Всем спасибо за внимание, всех с наступившим сезоном покраса, хороших стенок и отличного настроения. Всем удачи и пока!